Всем привет! Хотела записать видяху, как я засниму заставку, поговорить с вами о ютубе, о проблемах, о планах на март. И что вы думаете? У меня генератор в машине сдох, естественно, я уже не буду разговаривать, а поеду чинить машину. Пока-пока, машиночка, увидимся скоро. В общем, оставила я машину, как говорится, остается только ждать. О чем я вообще изначально хотела с вами поговорить? Хотела поговорить о том, что меня ждет, а и вас тоже, кстати, ждет в марте, а именно в конце марта. В конце марта я планирую купить обвес на черную Е30. Он нереально крутой, и вы наверняка знаете, и я уверена, что если вам нравится Е30, то вы точно знаете, что это за обвес. Но пока я оставлю это в секрете, ведь интрига — это самое интересное. Если вас реально это зацепило, то вам придется следить за моими видяшками, чтобы узнать, что это за обвес. Ладно, шутки шутками, я никого не принуждаю. Вот, в конце марта я планирую купить новый обвес, он классный. Я говорила, что черная Е30, она пока что просто как бы восстановленная, приведена в оригинал, немного заниженная и все. Ну еще и губа там классная. И, кстати, да, черный — это тоже ее временный цвет. И она у меня будет перекрашиваться. И перекрашивать ее буду опять я, только уже, наверное, в другом боксе. Очень много планов, и скоро они начнут осуществляться. Насчет кайловеров. Возможно, кому-то интересно, ведь я же начала рассказывать о них, и хоп, исчезла. Дело в том, что у токаря очень много работы своей. Он не занимается только тем, что делает заказы клиентов, а он реально работает на предприятии. Поэтому у него пока что нет свободной минутки, у него там большой заказ на работе. Но я ей сказала, в принципе, не торопись, мне это к лету нужно, к весне. Он сказал, как только заказ выполнит, он обязательно займется растачиванием кулака и делать копии, реплики, дубликаты на развальную опору на Е30. А, еще про YouTube хотела рассказать. У меня уменьшаются просмотры. Я залила и, допустим, за сутки набрала 1500 просмотров. С утра захожу, хоп, и уже просто 1050. То бишь 450 просмотров у меня просто исчезло. И лайки исчезли. В общем, пропадают просмотры, пропадают некоторые лайки. А сегодня я проснулась, у меня минус 20 подписчиков. Как-то я сомневаюсь, что за ночь кто-то понял, что мой контент отвратительный, и нужно отписаться. И именно 20 человек. Я слышала, что YouTube так делает с многими блогерами, которые вообще топчик, там, не знаю, по 200 тысяч подписчиков. И вот он начал их фильтровать. Но зачем меня... Почему нас? Почему начинашек? Как можно развиться, если он косит все? Обидно, досадно. И вообще не ладно, потому что я ценю каждого подписчика. Я так смотрю, хоп, новенький человек подписался. Здорово, приятно. Хоп, там плюс 10 просмотров. Какие молодцы, смотрят меня. Хоп, лайчик появился. Я же это все, не фиксирую, конечно, но я обращаю на это внимание. Нет такого, что я залила, типа... Все, можно отдыхать неделю. И нет, я захожу и смотрю, пытаюсь отвечать на ваши комментарии. Если вам интересно, вы комментируете, вы смотрите, есть стимул снимать дальше видео, значит, это кому-то интересно. А вот так вот хоп, и скосили просмотры, реально обидно. В общем, поговорила я с вами о наболевшем, так что до завтра.